Да, думаю, вы не ожидали этого. С вами Холдым, приветствую всех, и мы продолжаем проходить игру «Мертвый город». Ну или Dead City. Так, давайте. Не совсем, у меня не так много друзей. У меня тоже. У меня было больше, когда я был ребенком. Может, это из-за моего характера, или из-за того, что я не умею искать новых друзей. Но вот что я хотел сказать, это то, что ты действительно стал моим другом, учитывая ебанутые обстоятельства, и то, что мы, скорее всего, никогда не встретимся. Ты реально близкий мне друг. Я к тебе тоже привязался. Очень приятно, что ты думаешь так же. Продолжаем в этот раз уже нормально. Наконец-таки. Говоря о времени, я должен идти дальше, если хочу добраться до стадиона через 2 часа. Я напишу. Я дошел до стадиона, но не только до него. Кажется, я нашел пропавший отряд, о котором говорили по радио. Где твой брат? Может, я слишком рано? Он уже должен быть здесь. Может быть, что-то его задержало? Надеюсь, не что-то плохое, что случилось вот с этими 3 солдатами. По крайней мере, мне кажется, что их было 3. Их останки сложно распознать. Все будет в порядке, я буду надеяться. Конечно, будет. Что еще видишь? Тут небольшой котелок на костре. Совсем пустой, точнее неиспользованный. Тут нет ни палатки, ничего такого. Они не планировали тут оставаться надолго, мне кажется. Что-то я чувствую жопой, что сейчас будет что-то плохое. Что-то он пришел на место встречи, но нет ни брата, никого. Что-то мне кажется, что сейчас там такой звезды дадут. Ой, я, блядь, чувствую. В подобных играх всегда так. Если там кто-то не пришел на встречу, скорее всего, он помер. Я полностью уверен, что тут была тяжелая техника. По лагерю везде глубокие следы от шин. Может, это и была их техника, и ее украли мародеры. Не могу точно сказать, от чего они умерли, но все, что осталось, было оставлено инфицированными. Ой, погоди секунду, в траве валяются патроны, но ружья нет. Но оружия нет, похоже на рейд или облаву. Я что-то слышу. Машина приближается. Лучше спрячься. Это и вправду был мой брат. Мы едем на военную базу. Ой, блин, ну я правильно сделал, что спрятался. Как говорится, лучше перестраховаться. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Он хочет как-то меня туда пропихнуть. Говорят, несанкционированным лицам вход запрещен. Ты не представляешь, как я рад. Наконец-то кошмар закончился. Я так рад за тебя. Буду надеяться, его вывезут вообще из этой чертовой зоны, типа за стену. Мы будем на базе где-то через час. И даже если все будет хорошо, я буду все равно держать тебя в курсе. Ничего? Да, конечно. Просто на всякий случай. Может, я просто привык к тебе. Ладно, напишу через час. Что-то мне кажется, что он не зря начал нам все описать. Продолжать написать. Мы прибыли на базу несколько минут назад. Довольно впечатляющее строение. Прям как в кино. Да, я думаю, вы хотите мне уже оторвать голову и другие конечности. Уж простите, я не знаю, блин, меня заваливают делами. У меня нет времени нормально просто записать, даже не хватает времени. Ядрить, мадрить. Сейчас только вот возможно все-таки получится, когда ко мне уже никто приставать не будет. Ай, погнали дальше. Довольно впечатляющее строение, прям как в кино.
Что твой брат сказал? Не так уж и много пока. Кори привел меня в его офис и ушел. Он выглядел расстроенным, проболтал что-то, что все испортит. Я начинаю беспокоиться. Он, наверное, что-то скрывает 100%. Да, наверное, ты прав. Почему бы мне просто не сказать... Почему бы ему просто не сказать мне, что тут происходит? Этот объект и эта секретность. Я должен выяснить, что тут, что здесь такое происходит. Я, наверное, буду чувствовать вину за это, но я должен немного пошпионить тут. Здесь огромный стол, если и есть что-то подозрительное, то, скорее всего, именно в нем. Расскажи, что ты видишь. Компьютер и ящик с файлами. Посмотри в компьютере, лучше компьютер сразу. Да, все идет. Надо проверять, а то сейчас какая-нибудь фигня произойдет. Потом жалеть буду всю оставшуюся жизнь. Секунду. Блин, эта оранжевая кнопка, она сливается, знаете, с окружением. Ее надо как-то, не знаю, передвинуть вот сюда вот хотя бы. Ближе к тексту. Пусть хотя бы будет так повыше к тексту, а то я ее не вижу. Ладно, я должен хотя бы узнать, что еще, а то это неэффективно. Ну, загадочный заговор. Не дал ли результатов? Еще идеи. Посмотри его историю браузера, я не знаю. Ладно, дай мне несколько минут. Нашел всякое в его истории браузера, но это нам никак не поможет. Жаль, моему брату никто так и не рассказал про режим инкогнито. Похер, что делать-то? Почитай его почту. Отличная идея. Я напишу, когда найду что-то интересное. Ничего подозрительного в почте. Да какого фига? Похоже, компьютер бесполезен. Проверю файлы. Проверю файлы. Я нашел кое-что. Документ корпорации Акапер. Это что, типа корпорация Umbrella? Корпорация Акапер. Я видел где-то это лого ранее. Что-то насчет дела Кьюни и Экьюнокс. Что бы это ни было, мой брат подписал его. Кое-что еще. Видимо, мой брат главный в случае, если что-то пойдет не так. Что за фигня тут происходит? Ничего хорошего, я полагаю. Да, точно. Я уже все тут обыскал. Единственное, что осталось, это большой деревянный гардероб. Обыщи. Обычно так и делают. Такие вещи 100% не бесполезны. Обыщи. Не думаю, что это нам поможет, но ладно. Вот-вот. А тут, оказывается, был сейф спрятан. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Думаю, я знаю комбинацию. Откуда? Не знаю, говорил ли тебе об этом, но у нас раньше была собака. Кори, с ней был не разлей вода. С того времени мой брат всегда использовал дату того дня, когда мы взяли себе Флипса как пароль 9 апреля. Значит, 04.09. Пожелаю удачи. Ага, я угадал. Кори такой предсказуемый. К счастью. К счастью. Если тут что-то не так, то это еще более подозрительно. Я гляну. Карманные часы нашего дедушки. Я думал, он потерял их.
И кучка файлов. Подожди минуту. Это журналы, дневники, в них записи всех поездок военных машин. Одна куча с записями об эвакуации людей в бункер, другая куча я не знаю что. Людей переводили сюда в город. Что это значит? Достаточно, чтобы обыскать этот объект. Будь осторожен, аккуратнее, а то поймают еще. Конечно, мы зашли слишком далеко, чтобы допустить какие-то глупые ошибки. Погнали. Я в лаборатории, по крайней мере, похоже на то. На столе какие-то файлы некого S-Edge. Здесь также лежат медицинские файлы между хуевой тучами нечитаемых записок, написанных от руки. Прочитать одну? Прочитать одну? Конечно, давай, прочти одну хотя бы. Номер 512. Номер 512. Мужчина. Пациент страдает от хронологического обструктивного бронхита. Запись начинается с того, как пациент приходит в сознание. В 10:30 нарушений в первые 30 минут нет. Сыворотка TA-22C, проверка всей памяти без проблем. Дальнейший эффект от теста ожидаются. 12:30. Покраснение глаз, сыворотка BN74D. Невозможно. Других нарушений не обнаружено. 13:30. Неожиданные осложнения, касаемые психического состояния пациента. 0512 оказывает очень агрессивное поведение. Подожди, мне кажется, это реально корпорация Umbrella. Покраснение глаз, агрессия. Да это же самый настоящий зомби-апокалипсис. Это самая настоящая корпорация Umbrella. 14:51. Начало самоуничтожения. Отмена эксперимента. Это была последняя запись в этом файле. И тут много других. Какого черта тут творят? Изучают болезни? Может, они ищут лекарства? Хотя странно, почему они брали только больных. Я не знаю. Тут такой вопрос. А какого хрена они больных брали? Типа, лекарство можно сделать только от больных людей? Типа, больные люди только и есть те, кто... Ну, типа, это будет как в каком-нибудь «Война миров Z», где вот зомби не трогали всех тех, кто болел смертельными болезнями, типа того. Ну ладно. Я не знаю, мы должны узнать, что тут происходит. Я продолжу тут искать и напишу тебе, если найду что-нибудь. Я в какой-то странной комнате. Здесь очень много дисплеев. Похоже, они соединены с камерами наблюдения по всему объекту. Что ты видишь на экранах? Глаза разбегаются. Коридоры, лаборатории, выходы. Насколько огромен этот объект? А вот самый большой экран даже имеет звук. Может, ты видишь брата где-нибудь? Нет. Тут слишком много всего, глаза разбегаются. Тут я уверен, что видео записывается и хранится в ящиках. Хранятся в ящиках. Посмотри в ящиках. Как и думал, они хранят записи с камер. Все аккуратно маркированы и именованы. Чего? Некоторые записи 15-летней давности. Посмотри их. Погоди на одном экране. Они держат некоторых монстров здесь. По крайней мере, 20 экранов показывают клетки. Определенно для исследований.
Может, это просто жесть. А я думал, что прибыл в место, где ничто меня больше не шокирует. Зря я это сказал. Знаешь, что еще есть на экранах? Тот город. Я начинаю понимать, не чуть-чуть. Что, серьезно? Я не понимаю ничего. Какого хрена? Включилась сигнализация. О нет, это из-за меня, они нашли меня. Может, это из-за чего-то другого? Паниковать не будем. Не, мегафоны передавали, что в комнате наблюдения номер 7 находится несанкционированная личность. Я как раз тут и нахожусь. Так что скорее, скоро у меня будут гости. Как такое могло произойти? Я так полагаю, в этом объекте ни одна комната наблюдения. Секунду. Мой брат, я вижу его в одном из экранов. Он рядом с клетками. Он выпускает монстров. Это могло бы отвлечь их от тебя. Так и получилось. Абсолютный хаос. Так, ясно, нам помог его брат. Но я до сих пор не понимаю, что происходит. Подождите, дайте я обмозгую все, обмозгую. Мне надо все обмозговать. Что нахрен происходит? Получается, там 15-летней давности. Теперь я не понимаю. Получается, эта лаборатория одновременно и разработала этот вирус, или не разработала, или просто ищет лекарство, изучая его. Но, скорее всего, они разработали этот вирус, который сейчас поразил весь город. И эта огромная стена, мне кажется, точно, ну, это точно не случайность. Я не знаю, во время эпидемии зомби-апокалипсиса очень маловероятно, что ты успеешь отстроить целую стену. Максимум, если ты только наймешь пацанов из Амбреллы, которые успели, блин, вокруг Ракун-Сити построить огромную стену меньше, чем за ночь. Точнее, за день. Меньше, чем за день они успели отстроить огромную стену вокруг города, обставленную охранниками. Или типа того. Как-то так. Блин, ну что-то мне кажется, это 100% виноваты эти ученые. Вот я уверен, что это они. Ну, блин, слишком все гладко. Этот вирус находится только, блин, в этой зоне. Как будто это реально питомник для проверки болезни. Так и получилось. Абсолютный хаос. Конечно, он знает, что я несанкционированная личность. Он смотрит прямо в одну из камер. Кажется, он что-то хочет сказать мне. Как не вывести эту ебаную камеру на главный экран? Он точно хочет, чтобы ты убегал. Но на одном из экранов монстра вылитый я. В смысле, он похож на тебя? Это что такое? Не то чтобы похож, он выглядит в точности, как я. Он в коридоре с другими монстрами. Он напал на солдата, тянет его на землю. Терзает его. Сфокусируйся на своем брате. Кажется, я схожу с ума. Соберись. Да, ты прав. Я должен вывести брата на главный экран. Есть, теперь я слышу его. Он просит прощения. Всего этого не должно было быть. Он хочет защитить меня. Я не мог возвратиться обратно в бункер после всего, что видел. Что происходит? Идеальные копии, революция в медицине и военном деле. Эта зона была последним испытанием. Оригиналы были заперты и заменены совершенными копиями. Но все пошло не так. Некоторые копии изменились, трансформировались.
Так Анна была тоже копией. Он говорит, что ликвидация и депортация всех копий из района должна была скрыть все это. Оригиналы из бункера потом вернулись бы, и все было бы как прежде. Он говорит, никто бы не узнал правду. Мы знаем правду. Но мы без единого доказательства. Ну что правда, то правда. Мой брат Кори. Он ранен. Он повалился на пол. Он кричит мне, что я должен бежать. Что мне делать в такой ситуации? Эта жопа в конце концов прекратится. Я знаю, мне кажется, что надо делать. Подожди. Это жоп. Я знаю, что делать. Пожалуйста, не надо относиться к этому так легко. Я думаю, это окончательное решение. Они выйдут сухими из воды, если я ничего не предприму. Но если я не убегу, но не выберусь живым. А вот тут вот выбор века. А знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы он спас себя. Спасай себя, товарищ. Спасай себя. Я думаю, надо спасать себя. Блин, выбор века. Знаете что? Я думаю, надо сбежать. Потому что, мне кажется, это точно... Знаете, мне хочется, чтобы Сэм выжил. Знаете, все это время мы пытались его спасти. И сейчас, ну да, мы его погубим ради благой цели, но блин. Знаете что, я хочу, чтобы он спасся. Мы потом посмотрим предыдущую концовку. Если надо, я перепройду абсолютно все. Эта игра довольно быстро проходится. Если что. Ну или это будет наша окончательная концовка, знаете. Мы же играем в игры не просто там ради концовок огромного количества. Из-за этого давайте. Давайте спасай себя. Спасай себя. Мы тебя... Да. Тут, тут полная жопа. Но я не могу. Но я могу. Мы можем, как всегда. Совершенно верно. Мы выживем. Ты выживешь, Сэм, блин, я хочу, чтобы он выжил. Мои ноги будто сами идут, я будто во сне. В темном бесконечном сне. Если я сейчас закрою глаза, оно меня поглотит. Ты не один. Да, ты всегда был рядом. О нет, я не могу идти дальше. Монстры прямо передо мной. Я не могу развернуться. Есть только один вариант. Есть только один вариант. Тебе придется позвонить мне. Я расположу телефон, они отвлекутся на звонок. Ты выполнишь мою последнюю просьбу? Конечно, выполню. Давай. Это наш единственный шанс. Видишь иконку телефона рядом с моим именем? С моим именем. Когда я скажу, ты должен продолжать 10 секунд, а затем нажать кнопку. И воспользуюсь этим моментом, чтобы ускользнуть. Когда я скажу, ты должен подождать 10 секунд и затем нажать кнопку. Я готов. Слушай.
Я никогда тебя не забуду. Спасибо тебе большое за все. Ты готов? Мы справимся. Прощай. Давайте подождем пару минут. Спасибо за игру в N-Body AO. Мы надеемся, как-то ВСМ, блин, я не посмотрел, что там. Ладно, прочту уже после, когда буду смотреть видосик. Блин, приятная игрулька. Мне нравятся подобные игры. Ну что ж. Вот оно и подходит к концу наше приключение, товарищи. Ну что ж, я не буду начинать заново. Мы сделали данную концовку, и, по моему мнению, он должен был... Сэм смог выжить. Я надеюсь, Сэм выжил, он не погиб. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, неплохой такой, по правде, игрулька неплохая. Ну, чисто так, наподобие, конечно, Дасквуда, но все равно интересно. Наконец-то хоть что-то удалось дозаписать. Простите за постоянные проблемы, что постоянно паузы, все это просто не дают нормально вообще записать видеоролик. Я ничего даже записать нормально не могу. Извините за это. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, предлагайте игры для прохождения, пишите критику. Буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.